Приветствую всех выживших на своем канале, и сегодня хотелось бы поговорить о новом патче 1.15, который вышел буквально день-два назад, и его уже можно вполне себе попробовать на экспериментальной ветке. Ну что ж, рассмотрим основные вещицы, а более подробно он будет описан в описании. Ну что ж, нахожусь я сейчас около рифов. Вон там вот остался прошлый мой лагерь испытательный. А мы перейдем, пожалуй, к самому интересному. Я распределил вещички по таким категориям, которые бы и хотел рассмотреть. Ну что же, первое это у нас взаимодействия, которые поменялись. Во-первых, добавили возможность резать на тряпки лопатами и мотыгой. То есть вот пиджак объединяем сделать тряпки. Точно так же мотыга и точно так же большая лопата, собственно, обыкновенная. Далее, что интересно, изменили ремонт водонепроницаемого рюкзака. Теперь ни с корняком, ни швейкой его починить невозможно. В принципе, это логично. Но по-прежнему можно починить, кстати говоря, скотчем. А добавили возможность починки именно набором ремонта шин. Хотя в патче не было описано, что можно ремонтировать также гермомешок, но это работает и на него. Да, и чуть было не забыл про еще один крафт, а именно крафт обычной проволоки из колючки. Для этого понадобятся плоскогубцы. Ну и делаем. Крафт уже наверняка знаком игрокам с модовых серверов, ну а вот игрокам с ванили он будет в новиночку. Вот получилась у нас металлическая проволока. Все легко и просто. Что же, перейдем к следующему ведерку. А следующая у нас такая охотничья немножко тема. Это то, что изменили филе карпа. Оно раньше занимало столько же слотов, как и сам карп. Теперь оно занимает 3 на 1 клетку. При разделке, соответственно. Добавили новый элемент одежды. Это охотничий жилет. Имеет он в себе 35 слотов, плюс отделение под крючок. Вот так вот он примерно выглядит. Так, и крючок на нем выглядит соответственно. Кстати говоря, не знаю уж зачем, но добавили возможность, точнее пофиксили вот это отображение на панаме крючка. Не знаю, зачем богемы уделили этому столько внимания. Но есть одно но. Они опять-таки не учли. И опять накосячили. Что самодельный крючок имеет немножко другую текстурку. И выглядит он, откровенно говоря, тупо. Ну, куда ж без косяков. Богемия же. Следующий интересный момент касается налобного фонарика. Он теперь отнесен в подраздел очков. То есть, соответственно, носиться будет вместо очков. Это дает возможность ношения его с головным убором, и это круто на самом деле. Это удобно. Короче говоря, мне понравилось. Кстати, в данный момент мы видим нового персонажа. Да-да-да. Это совершенно новый персонаж, введенный с дополнением 1.15. Персонаж есть только женский. И это вот такая вот рыжеволосая женщина. Из примечательного, что я могу сказать? Так, сейчас посмотрим причесочку. Ну, вот такая вот
аккуратная прическа. А из примечательного, то что я заметил, это то, что у нее имеется татуха. Вот такое вот. Что-то непонятное, какой-то символ. Не знаю, может это отсылка, может это что. Но мне кажется, это не просто так. Поехали дальше. И немножечко про уже устаревший ФАМАС. Точнее, ЛиМАЗ. Как мы помним, прицельная планка у него такая себе, перекрывающая очень большую часть экрана. И богемцы об этом позаботились. А именно, можно взять ножовку и обрезать рукоять. И теперь мы получаем обрез ЛиМАЗ с вот такой вот прицельной планочкой. Вполне себе пригодная вещь. Очень даже напоминает в прицеле какую-нибудь ППшку. По-моему, крутое изменение. И, в принципе, адекватно доработанные. Далее у нас идут новые стволы. Куда ж без этого. Первый ствол это АУК А1. Вот таким вот образом он выглядит. И, конечно же, я на него не смог найти магазин. Но выстрел все равно мы послушать можем. В принципе, ничем не отличаются от эмочных версий. Касаемо обвесов. Ну, соответственно, магазин, глушитель и маскировочный камуфляж. Так как это все-таки более штурмовая винтовка, такой же как ФАМАС категории, глушитель на него вешается только самодельный. Я попробовал все, ни один, кроме самодельного, не вешается. Кстати, длину он имеет точно такую же, как ФАМАС без глушителя. Ни больше, ни меньше. Типичная штурмовая винтовка, но с добавлением вот такого вот прицельчика. Вот так вот он увеличивает, и я даже не знаю, будет ли это полезно в каком-то штурмовом моменте. Мне кажется, что нет. А вот следующая винтовка мне нравится гораздо больше. АУК АХ. Сама по себе выглядит вот таким вот образом. Кстати, заметьте, что прицельная планка у нее смещенная. Что интересно, необычно. И что же про нее можно сказать? Здесь уже фантазия не ограничивается одним глушаком. Во-первых, на нее можно повесить фонарь, на нее можно повесить натовский глушитель, на нее подходят все магазины МАК-С, в том числе и с 40 патронами. Что делает эту винтовку просто убер крутой. По режиму стрельбы, что можно сказать? Во-первых, он теперь переключается на всем оружии со звуком. Винтовочка имеет 3 режима. Вид в прицел. Ну, прицел довольно крупный, но удобный именно для штурмовой какой-то деятельности. Мне кажется, будет очень даже ничего. С глушителем звук у нее будет вот такой. Очень тихий, кстати говоря. Мне нравится. Без глушителя. Ну, тоже, в принципе, не шибко громкий. Хороший звук. Короче, винтовка просто огонь. Кушает она патроны 5,56 × 45, как, собственно, и вот этот АУК А1. Но, на мой взгляд, эта винтовка топовая. Вот по сравнению с ее предшественницей.
намного эффективней. Хоть, мне кажется, она немножко длиннее. И напоследочек я оставил такую категорию прицелы. Что же изменили в них? Во-первых, не знаю, введен ли вот этот вот прицел с этим дополнением, или он был уже в прошлом. Но, честно говоря, я его не видел. Поэтому и решил его показать. Отток кратностью 6/48. Но это не основное. Основное я хотел показать именно принцип работы теперь ПНВ прицелов. Вот мы смотрим. Как мы видим, сейчас день, но различить возможно. А именно потому, что сейчас есть два режима стрельбы из этого прицела. Точнее, не только из этого, а и из прицелов ночного видения. Как мы видим, есть режим переключения. Нажимаем «Переключить режим». И он переключается в стандартный режим ночного видения. Днем, соответственно, в этом режиме ни хрена не видно. Посмотрим ночью. К сожалению, ночь на ваниле не такая уж и темная. Поэтому вот, собственно, режим обычный. Дневной, так сказать. Даже в нем, ну, в такой ночи понятно, можно и без какого-либо ночного видения что-то увидеть. Но в нем довольно-таки темно будет ночью, тем более если ночь будет темная. А вот переключаем на ночной уже полноценный режим. И все прекрасно видно, даже вот затемненные участки леса, которые в принципе вот так вот мне не видны. Можно вполне себе разглядеть столб, деревья, ну и фигуру человека, соответственно, тоже можно будет разглядеть. Ну что же, сейчас у нас снова день. И мы посмотрим побольше на прицел с 64-кратным увеличением. Здесь у нас есть режим бараки. И сам прицел. По-моему, он даже лучше, чем ПСО увеличивает, честно говоря. Вот по первым ощущениям. Хотя, может и нет. Но то, что у него есть два режима, это прям очень круто. Ну и напоследочек, о чем бы хотелось сказать, это довольно старая уже механика. Она пришла к нам еще с 1.14, с введением вот этих вот газовых зон. Я сейчас нахожусь на корабле рифов. И вот, кстати, его одна из самых высоких точек. Вот и самая высокая точка, как мы видим, на нее газ не достает. Хотя вот здесь вот на лесенке он почему-то меня достал. Вот я чуть спустился и все, газ пошел. Поднялся. И газа здесь нет. Так что вот, видимо, вот это максимальная высота, на которую достает газ. Фильтр валяется. Ну и, кстати говоря, такая же точно точка есть и на военной базе Павлова, где можно находиться без противогаза. Сейчас я туда и направлюсь. Вот я и в Павлово. Сижу я на крыше больнички. Вот верхний ярус. И газ сюда не достает. Так что используйте это место, если зомбари вас загнали и никак не отагриваются. Вот на крыше этой больнички можно спокойно себе сидеть, пока у вас не кончится еда, вода, ну и терпение соответственно. Газ здесь практически так же, как и на корабле, буквально вот полэтажика спустился, его еще тут нет, а вот здесь он уже есть. Так что имейте это в виду.
Ну что ж, на этой замечательной ноте я, пожалуй, и попрощаюсь с вами. Спасибо, что посмотрели обзор до конца. Если он был полезен, ставьте лайк. Ну и если выйдет что-то еще интересное про этот новый патч, я обязательно это озвучу. Ну а пока всем пока!